Реальная внешность султана Сулеймана. Султан Сулейман – самый сильный султан и последний из сильнейших. Он отличался не только своей силой, умом, но и внешностью. Ночной кошмар – так часто называли его осторожно и шепотом наложницы и евнухи гарема. Часто молодых девушек пугали султаном, и они предпочитали оставаться простыми рабынями, но никак не приближаться к нему. Чем же пугал так Сулейман своих наложниц? Что в его внешности сильно пугало не только девушек, но и послов? Какой изъян был у султана и что так сильно скрывал Сулейман под макияжем, который он стал делать вскоре после нескольких походов? И, конечно же, бонус всем, кто досмотрит это видео до конца. Самый правдоподобный портрет султана. Давайте оценим вместе красоту самого популярного султана Османской империи. Итак, начнем с самого начала, чтобы хоть чуть-чуть понять, кто же такой султан Сулейман. Один из последних сильнейших султанов. Дальше начинается век женского султаната, правление слабых и ленивых султанов. Многие турки считают, что именно Хюррем и ее наследственность сгубила османов, так как на трон сел ее сын Селим Пьяница. Но это уже другая история, о ней мы разговаривали ранее. Если интересно, можете посмотреть по подсказке выше или по ссылке в описании к этому видео. Сулейман правил дольше всех султанов, практически 46 лет. Взошел на престол в юном возрасте, примерно в 25 лет, в 1520 году. Освободил престол для своего сына Селима II в 1566 году. Смерть наступила от дизентерии в походе. Болезнь поразила уже измученный организм султана от подагры и поставила точку в судьбе Сулеймана. Он умер в своем шатре в 13-м походе. Именно 13 походов было за плечами у этого сильного человека. Вы, наверное, спросите, зачем нам все это знать? Друзья, наберитесь терпения. Вы поймете чуть дальше, для чего нужна вся эта информация. Поверьте, она очень важна. Ну, поскакали дальше. Восстановить внешность Сулеймана не составило и особого труда, так как многие послы имели честь общаться с Сулейманом лично. Но его внешность менялась с годами правления Османской империи. Юноша набирался опыта и, соответственно, со временем возмужал до настоящего воина и султана. Не секрет, что в момент его начала правления его не воспринимали как султана, и многие враги смеялись над его внешностью. Он, по их мнению, не мог представлять им угрозы, так как Сулейман выглядел нелепо. У него не было бороды, он был худощавым. Примерный рост султана достигал не более 170 сантиметров. Многие историки утверждают, что его рост был 1,64 м, но это не точно. Его большой тюрбан часто слазил ему на глаза. Большой кафтан делал его тело еще более худым и хлипким. Сулейман был молчалив, рассудителен и не внушал угрозы, и только через 7 лет правления он зарекомендовал себя стойким, серьезным, в меру вспыльчивым. После нескольких побед в походах Сулейман отрастил усы, примерно как у его отца Селима Грозного. Волосы Сулеймана были предположительно рыжего цвета, но это опять не точно, так как султан часто носил тюрбан. Историки рассказывали, что усы, по словам послов, были красные или рыжие, но это тоже можно объяснить. Раньше, по вере, мужчине часто красили усы хной, дабы отличаться от простых христиан и иудеев. Пророк Мухаммед проповедовал и призывал мужчин также закрашивать седину в красный или медный цвет. Поэтому спор по поводу того, что Сулейман мог быть рыжим, открыт по сей день. А вот вы как думаете, кем был Сулейман? Блондином, рыжим или брюнетом? Голосуем. У султана никогда не было такой длинной бороды, как у актера в сериале. Он часто брился после походов и оставлял только усы. Телосложение тоже изменилось, стало более крепким и мужественным. Также отмечали его большой орлиный нос и длинную шею. В моем воображении уже рисуются странные картины. Маленький, носатый, с длинной шеей, с рыжими усами и с большим тюрбаном, который то и дело падал ему на глаза. Друзья, что вы скажете про такой образ? По лицу мы с вами прошлись, но султан также отмечен был и в своей одежде. Он любил яркие красивые кафтаны. Был случай с его отцом. Когда Сулейман пришел к Селиму, то тот ему сказал: «Сын мой, ты оставил свою мать без нарядов?»
И именно из-за вкуса к роскоши, в одежде и в архитектуре Сулейман был признан великолепным не только в своих кругах, но и за границей. Сулейман собирал много стилей архитектуры в одном здании, особенно были в почете изразцы и фрески. Но в этом мы с вами можем поверить, так как с Сулейманией мало что может сравниться. Великолепие, которое сохранилось до наших дней. Что касается его характера, так именно к этому султану приписывают неприкосновенную преданность народа. И именно он мог вести за собой многотысячную армию за одну веревочку в полной тишине. Многие отмечали именно тишину, которая царила возле султана. Сулейман настолько любил дисциплину, что общался с жестами, и его все понимали. Даже в гареме за громкий разговор наложниц могли казнить. Был случай, когда во сне наложница дернулась, и ее задушили, так как расценивали это как покушение на султана. Девушек Сулейман любил, и он их принимал у себя, но после сделал женой только одну Хюррем и распустил гарем. Но это случилось не из-за Хюррем. Конечно, она была инициатором, но в большей степени распущен был гарем из-за ненадобности. Сыновья у султана были, а так как он часто был в походах, то ему было не до него, поэтому он и разрешил Хюррем упразднить своих наложниц. Девушки не сильно воспевали красоту Сулеймана, и многие предпочитали выйти удачно замуж, что после и было сделано Хюррем. Примерно в 46-летнем возрасте Сулейман пользовался макияжем. Это замечают иностранные деятели, и сведения сохранились в записях евнухов. Султан подкрашивал себе глаза, пользовался пудрой и наносил румяна, так как хотел выглядеть свежо и быть здоровыми перед послами и своим народом, чтобы никто не мог усомниться в его силе. Он просто закрашивал свой болезненный вид. В последний свой поход султан ехал на коне, привязанный ремнями к лошади, так как из-за болезни и старости не мог сидеть верхом. Когда он выехал за ворота города, его сняли с лошади и положили в карету. В ней он добрался до поля боя, где и умер. Вот такой он наш красавчик султан Сулейман. 50 лет он управлял гигантской империей, но позволил девушке из гарема управлять его сердцем. Он выстоял против лучших армий, посланных против него, но позволил убийцам убрать его лучшего друга и любимого сына. Он заставил уважать себя христианских королей, но вызвал презрение своего поэта. Он сделал дворец Топкапи богатейшим местом в мире и растратил плоды своего наследия. Он нашел и вырастил великого архитектурного гения, но остался слеп к предательству в своем доме. Сердце Сулеймана похоронено в Махаче, на поле его величайшей победы, а тело погребено в огромной мечети, носящей его имя. Его наследие столь же велико и трагично, как его жизнь. Его художественные и законодательные дары миру остались в веках. В конце концов, никто не взлетел так высоко, как Сулейман Великолепный.